Доброе утро добрым людям. Сегодня хочу вам показать, как менять стекло на фаре BMW E70, E71. Решил поменять колодки, заодно и достать фару, потому что фару не так просто достать. Приходится разбирать подкрылок, снимать. И фара очень плотно там сидит. Ее очень сложно вытащить. Вообще, по идее, на этой машине замена лампочек — это снятие подкрылков. Сейчас я вам покажу. У меня специально выломано здесь вчера весь день занимался вот этой фарой. Вам покажу, какие сложности там были. Вот здесь, смотрите. Так. Ну здесь. Да, вот здесь вот выломано слегка у меня. Не знаю. Не, наверное, здесь крепеж был какой-то. Да, какой-то крепеж стоял. А так, отсюда меняется лампочка. Вот с этой стороны. Меняется лампочка габаритов, которая ангельские глазки подсвечивает. А ксенон меняется разборкой подкрылков. Также менял колодки, покрасил суппорт. Колодки были в ноль. Датчик у меня загорелся. Так, перейдем к фаре. Я сейчас покажу вам, какие сложности там были. Вот фара уже с замененным стеклом. Значит, смотрите. Вырезал я фару ножиком. Вот старое стекло. Сравнение. Вот оно вот такое было. Вырезал я фару ножиком горячим. Но на будущее, если кто будет делать, вырезайте по самый корень. Потому что на стекле фары крепится вот эта вот черная пластмасса, которая внутри. Если вы под самый корень обрежете, то эта пластмасска выходит вместе со стеклом. А если дальше обрежете, то, короче, это пластмасски, они обломятся. И вот эта черная пластмасса останется там, стекло выйдет, а потом вы ее не закрепите на стекло. Суть в том, что эту пластмасску черную крепится на стекле, вот в эти болтики. Здесь вот по периметру болтики. И вместе со стеклом потом ставится все туда, на фару собирается. Вырезаете, и потом у меня полдня заняло выковыривание остатков стекла с фары, для того, чтобы потом туда залить герметик и вставить новое стекло. Ну, получилось немного неаккуратно, но, надеюсь, герметично. Сейчас буду ставить фару обратно. Заклею целлофаном вот этим. Это родной целлофан был на фаре. Чтобы когда буду пихать ее обратно, не поцарапать. Она очень плотно заходит туда. Попробую это все заснять. Мотал скотчем фару. Сейчас буду пихать туда ее. Синей пленкой обмотал, скотчем привязал.
месте. Вот так выглядит новое стекло. Сейчас буду крепить его. Потом вам покажу снятие второй фары. Сейчас будем резать стекло. У колодок
снимается вот эта вот накладка, она направляющая или как, я не знаю, какую роль она играет. Она отщелкивается. С этой стороны ее поддеваете вот, и она выходит наверх. Дальше откручиваем два болтика под шестигранник, и суппорт выходит с колодками. Отжимаете обратно поршень, цилиндр суппорта, ставьте колодки, собираете. Вот болтики, которые держат. Надо их открутить и прикрутить вот эту пластмасску на новое стекло. Вот новое стекло. Я уже пластмасски прикрутил. Как оно выглядит. Тут на нем защитная пленка. Я ее снимать не буду, потому что когда будем ставить, может поцарапаться. Ставить, я имею в виду, под капот запихивать. Сейчас герметиком обмажу. Здесь полость. Я уже все выбил оттуда. И все, будет готово. Высохнет, буду ставить. Очередной день ремонта, замены фары. Вот отключил шланг от омывателя фары, дабы удобнее было засунуть фару. Проблемка такая тут получилась у меня. Вот этот проводок, он крепится на вот этой штучке маленькой. Вот она. Вот эта штучка. Эта штучка датчик подушек безопасности. Я замок зажигания включил вчера, и у меня загорелся airbag. Я думаю, что теперь его можно будет удалить только через диагностику. Так что продолжаем ремонт. Сейчас буду ставить фару, засовывать и собирать. Большая часть мусора все-таки осталась там.
Вот и все. Закончен. Стекла заменены, фары стоят, колодки поменены. Итого, с перерывом у меня заняло 2 дня. Все это дело не спеша. Очень сложно было выковыривать остатки стекла из фары. Самое сложное в этой работе. Пожалуй, все.